Вначале было слово, и это слово было Огонь! И полетели коровы, овцы и старухи. Они не знают страха, но знают траекторию. Их боятся фотофетишисты, их обожают дети. Они черви. Почему черви? Ну что любят дети? Копаться в земле и крушить? В английском варианте черви созвучны со словом «война». Потому что создателю игры Энди Дэвинсону хотелось чего-то более интересного, чем просто танков или солдатов. Общественность имеет право знать о более агрессивной стороне натуры червя, о которой не сообщалось в СМИ. Продолжай. Просто представьте, вы розовая скользкая гофра, созданная, чтобы улучшать качество почвы и кормить птичек. Тебе нельзя вылезать на поверхность, если только тебе не нравится, когда на тебя наступают. Но ты все равно посвящаешь всю свою жизнь войне. В каждой части, а их уже по 3 десятка, ваш игровой процесс прост. Вы по очереди кидаетесь оружием в себя подобных. И это весело, потому что обычно это абсурдные предметы типа бананов или кротов, а противники максимум крикнут «Промазал!». Сюжета как такового нет. Из раза в раз единственная ваша цель – перебить противника быстрее, чем он вас. Но у меня все равно остается вопрос, за что они сражаются? Должна же быть хоть какая-то причина этого вечного столкновения. Я не верю, что все эти кресты возведены из-за жестокости ради жестокости. Да не посадят меня за оскорбление чувств верующих, но кажется, тяга к расправе спослана червями самим Господом. У них есть что-то наподобие Библии, которая доступна в старых частях в качестве пасхалки. В ней информация, которая может подробнее рассказать о мироздании червей. Она называется «Книга червей», и в ней сказано: черви разделились на 2 стороны – темную и светлую. Они символизируют стратегии, которые выбирает игрок. В качестве злодеев выступают дарксайдеры, что обитают под землей, как и все черви в принципе. Они очень умны и стратегичны, предпочитая рассудительность импульсивности, точность массовому уничтожению. Дарксайдеры скорее выждут и составят план, чем будут действовать необдуманно. Обосновано это их желанием обороняться, а не нападать. Но не думайте о них слишком хорошо. Среди них полно трусов, которые просто прячутся под землей, избегая битвы. Но как только у них появится возможность использовать сверхоружие, они без доли сожаления уничтожат противника. Не думайте, они знают, что такое милосердие, просто предпочитают его не проявлять. Темная сторона поклоняется буйволу лжи. Он считается богом-хранителем темной стороны и чаще насмехается над неудачами сторонников светлой стороны, нежели пытается переманить их на свою сторону. Настоящее воплощение зла, твердо решившее уничтожать все на своем пути, даже прорывая силой сквозь стены, горы и землю. И дарксайдеры научились его призывать и даже управлять им, подрывая противников. Впрочем, это пустяк по сравнению с их сверхоружием. Армагеддон – самое мощное оружие во всей вселенной червей. Конец всего сущего. Он наносит максимальное повреждение и чаще всего оставляет лишь небольшой кусочек земли от всей карты. Даже приблизительно нельзя посчитать повреждения такого оружия. В Армапедии об этом оставлен лишь короткий комментарий. Просто закапывайся и молись. Армагеддон – оружие исключительно темной стороны, так как это их стратегия закапываться в туннеле, оставаясь в безопасности, в то время, когда метеориты уничтожают любого червя на поверхности. Кто в здравом уме будет бороться против столь сильных противников? На противоположной стороне обитают представители светлой стороны, которые никогда не пытаются укрыться от летящей в них ракеты и всегда храбро сражаются на поверхности до конца. Их склонность к мобильности и передвижению по открытой местности означает, что у сторонников светлой стороны больше шансов подобрать ящики, падающие с неба, в которых может находиться как более мощное оружие, аптечка или монеты. Богом покровителей лайтсайдеров является бетонный осел. Он спускается с небес и прокладывает себе прямой путь сквозь ландшафт, уничтожая туннели противника, пока тот не утонет в воде.
Любой червь на своем пути будет сбит. Более того, вибрации осла настолько сильны, что черви поблизости получают повреждения и будут сброшены в любой близлежащей пропасти. Это не просто огромная статуя, существующая в реальной жизни. Это причина, почему черви ползут по земле в первую очередь. Из сюжетки Clan Wars была пролита на свет истина зарождения этого сумасшедшего червивого мира. Большинство игр серии вертится вокруг каменной морковки. Это очень важный и древний артефакт, при помощи которого создал вселенную тот самый бетонный осел. Чтобы морковь не попала не в те руки, бетонный осел избрал преемника, которого именовал Золотым Дитя. Тот имеет телепатическую связь с каменной морковкой и постоянно знает ее местонахождение. Найти избранного же можно при помощи магической карты, которая показывает координаты местонахождения святого червя. Хорошо, что она написана на древнем червивом языке Флибл, иначе бы ей воспользовались, чтобы украсть священную морковь и использовать ее, чтобы загипнотизировать и поработить весь мир. Ах да, в книге червей также написано: «Голос небес сказал боги Би, да будет осел великий и бетонный, и стал боги Би плоским». Бетонный осел был послан червями кем-то свыше, а именно высшим существом, которого я не побоюсь назвать богом, ибо его спокойно призывают при помощи статуи, чтобы он устроил землетрясение, потоп или электромагнитную бурю. А тот не просто на спокойничах усугубляет конфликт, так еще и делает это с удовольствием и гордостью. Светлые ценят мужество, честь и агрессию. В лучшем случае они героичны, искусные и захватывающие. В худшем – упрямые и склонны к самовыпилу. В игре официально есть камикадзе и Rest in Peace ребята, которые с радостью отдадут жизнь, захватив с собой одного или даже нескольких противников. В Черв-Библии даже было написано про камикадзе так: «Это обязательно нужно попробовать! Вот что значит умереть с честью!» Ни на что не похоже. Я убеждена в том, что черви дерутся, потому что так сказал их бог. Иначе как еще объяснить святую гранату? Священная граната изначально была взята из комедийного фильма «Монти Пайтон и священный Грааль», где король Артур, да, тот самый, кинул святую антиохийскую ручную гранату в кролика-головореза. Затем эту гранату начали использовать в качестве пасхалки в том же Fallout или Террарии, а вы не знали. Кстати, очень интересно, как граната становится святой. Ее передает свыше высшее существо, или перед битвой ее должен благословить батюшка в червоцеркви? Святой Атила поднял гранату и сказал: «Господь, благослови эту гранату, которая может по твоей милости разнести врагов твоих на кусочки». И Господь усмехнулся. «Прежде всего, выдерни священную чеку, затем сосчитай до 3. Ты должен бросить эту священную гранату в твоих врагов, и все они после этого тут же сгинут. Аминь. Аминь». В любом случае, подобное богослужение оправдывается, ведь с каждой новой частью черви становятся более всемогущими. И я не говорю про ученые исследования, благодаря которым черви в последующем будут общаться с инопланетянами или строить машины времени. Нет, они сами могут вызывать землетрясения, замедлять время, клонировать и получать другие сверхспособности без поклонения или божьего призыва. Можно ли тогда сказать, что тактическое самоустранение было вкладом в будущее червей как вида? Обалдеть! Проведя независимое расследование, я пришла к выводу, что черви устраивают стратегический кипиш ради бога. Да, верующие черви официально присутствуют в игре и тянут сюжет вперед. К сожалению, в конце черви позабыли о изначальной великой цели и стали писюносцами, которые бьют морды просто потому, что прикольно. Из-за того, что они из года в год, из поколения в поколение, по любому поводу устраивали междоусобицы, это стало частью их жизни. Они живут движимой непрекращающейся агрессией. Дети уже с рождения испытывают тягу к резне. Они рождают червей, позабыв о цене жизни. Правительство вкладывает огромные деньги в разработку нового оружия и уличного казино вместо посадки гребаных деревьев или восстановления городов. Хотя, что я так парюсь? Это же всего лишь потешная идея компании Team 17, с которым работал Энди.
Серьезный сюжет, напомню, никогда и не закладывался. Вообще, суть игры была максимально проста. Круши да ломай, себя развлекай в формате 16 бит. Что еще нужно было детям 90-х? Главное, было весело. Конец моей презентации. Вот.